Для многих людей Эйфелева башня – это первый образ или ассоциация, которая приходит им на ум, когда они думают о Париже во Франции. Это главная достопримечательность, которая возвышается над горизонтом города, привлекая посетителей со всего мира и узнаваема всеми окружающими. Эйфелева башня – это символ и визитная карточка Франции. Она стала широким символом своего времени, потому что широкая публика узнала о новых формах технологического мира. В этом видео я покажу, что эта башня является лишь одним из бесчисленных произведений современной инженерной мысли, составляющих новую форму искусства, параллельную архитектурой и полностью независимую от нее. Эйфелева башня была построена, чтобы служить центральным атрибутом Всемирной выставки, проходившей в Париже в 1889 году, и со временем стала символом празднования достижений Франции в области культуры, науки и техники. У нее также была и другая амбициозная цель – поднять французский патриотизм и гордость, которые пострадали после многих лет политических потрясений. Когда предложение Густава Эйфеля, основателя башни, было представлено организатором ярмарки, ничего даже отдаленного похожего на нее еще не было построено. Человек, стоящий за этим смелым предложением, уже был одним из выдающихся инженеров Франции, когда представил свой план организаторам Всемирной выставки. Его репутация была основана на проектировании и строительстве больших железных конструкций инновационными способами. Несмотря на то, что башню назвали его именем, Эйфель не имел большого отношения к деталям ее конструкции. Эта задача была возложена на 3 старших сотрудников его компании, которые выполняли фактически проектные работы и расчеты, которые сделали возможной постройку башни. Тем не менее, Эйфель всегда был стержнем проекта. Он курировал первоначальные проекты гигантской конструкции. Его талант к презентации и маркетингу своих проектов обеспечил ему победу в конкурсе по созданию фирменной структуры ярмарки. Корни Всемирной выставки 1889 года в Париже можно проследить до катастрофического события, которое произошло ровно 100 лет назад. Этим событием была Французская революция, ставшая одним из величайших эпизодов в истории Франции. Французские короли и королевы правили абсолютной властью. Их поддерживала сложная система герцогов, баронов и других аристократов, всех членов правящего класса. Эти королевские деятели обладали огромным богатством и практически полной властью над жизнями простых людей благодаря таким методам, как высокие налоги и отсутствие гражданских прав. Но французы все больше ненавидели аристократическое правление, и в 1789 году это недовольство достигло точки кипения, вследствие чего возник бунт. Это восстание, французская революция, ознаменовалась десятилетием жестокого насилия, особенно против членов королевской семьи, аристократов и всех, кто выступал против нового порядка. Самыми известными из этих несчастных жертв был король Людовик XVI и его королева Мария Антуанетта. Вслед за монархией и ее аристократическим режимом пришла новая форма правления – Первая республика, основанная на тогдашних радикальных концепциях свободы, равенства и братства. По мере приближения 1889 года французское правительство хотело сделать что-то особенное, чтобы отметить столетие французской революции. Власти также хотели найти способ разрядить напряженную политическую атмосферу, которая нарастала во Франции с 1870-х годов. Эти беспорядки были вызваны в первую очередь франко-прусской войной 1870-71 годов, в которой Франция столкнулась с прусским королевством. Этот конфликт, уходящий корнями в годы вражды между двумя народами, привел к повседневной нехватке продовольствия и жестоким бомбардировкам Парижа. Война закончилась победой Пруссии, и как часть военных трофеев
Победившая нация смогла сформировать во Франции правительство, симпатизировавшее своему королевскому лидеру, императору Вильгельму I. Господство монархической Пруссии над Францией возмущало тех французских граждан, которые стремились сохранить свою нацию свободной и демократической. Группа французских радикалов в столице сформировала повстанческий союз под названием «Парижская коммуна». Вооруженным членам этого революционного правительства удалось ненадолго захватить и оккупировать Париж с середины марта до конца мая 1871 года, когда французские солдаты, верные прусскому правительству, разгромили их в кровопролитной битве. Однако драматическое противостояние коммунаров и правительства не разрешилось ни в 1870-е, ни в 1880-е годы. Напряженная ситуация усугублялась разногласиями между различными фракциями с обеих сторон в сочетании с серьезной экономической депрессией. В 1884 году, чтобы разрядить политическую напряженность, премьер-министр Франции Жюль Ферри предложил провести крупную всемирную ярмарку. Это должно было произойти в 1889 году, в годовщину революции, а именно в год штурма печально известной тюрьмы Бастилии, которая была разрушена во время революционного восстания и спустя столетия все еще оставалась ее самым мощным символом. Ферри надеялся, что противоборствующие стороны смогут приостановить свои разногласия на время экспозиции, создав атмосферу мира и уладив разногласия между фракциями, объединив их для общего дела. Также была надежда, что строительство и эксплуатация ярмарки послужат стимулом для ослабевающей экономики страны. Между тем, не в последнюю очередь среди его целей было поднять боевой дух французов, продемонстрировав миру, что их нация по-прежнему является важной фигурой в мировой культуре, политике, науке и технологиях. Запланированная ярмарка в значительной степени была призвана поднять престиж французской нации среди других наций мира. С самого начала ярмарка имела большой успех. В ней приняли участие более 32 миллионов посетителей со всего мира. Некоторые страны бойкотировали выставку, не желая, чтобы ее ассоциировали с событием, посвященным французской революции. Примечательно то, что правительство Германии предпочло не участвовать из-за продолжавшихся неприязненных настроений, возникших во время франко-прусской войны и ее последствий. Эти проявления культуры и науки впечатляли сами по себе, но один аспект экспозиции был безусловно самым ослепительным из всех. Это была гигантская Эйфелева башня, которая служила главным входом на ярмарочную площадь. Концепция гигантской башни была частью центрального плана экспозиции, самых первых этапов ярмарки. Организаторы мероприятия, стремясь создать необычный символ темы выставки, в 1884 году объявили открытый конкурс на ее строительство с предполагаемой высотой 300 метров. На конкурс поступило более сотни проектов, некоторые из которых невозможно было воплотить в жизнь. На комиссию, собранную организаторами ярмарки, была возложена обязанность изучить различные предложения, и к июню 1886 года она объявила, что все планы конструкции, кроме одного, были либо непрактичны, либо недостаточно проработаны. Победителем открытого конкурса стал Густав Эйфель, который предложил башню в форме гигантского пилона, состоящего из 4 сужающихся к вершине опор, образующих своего рода вытянутую пирамиду. В то время Эйфель был уже ведущим инженером-строителем Франции и известной и весьма уважаемой фигурой. Он родился в городе Дижон на востоке Центральной Франции в 1832 году. В юном возрасте он проявил способности к основам инженерии, преуспел в понимании математики, физики и естественных наук, а также унаследовал талант к успешному ведению бизнеса, деловому чутью от своей матери, Кэтрин.
которая расширила семейный бизнес до крупного предприятия по доставке угля. Эйфель окончил Королевский лицей в Дижоне со степенью в области гуманитарных и естественных наук. Он продолжал посещать несколько колледжей, прежде чем в 1855 году окончил инженерный университет в Париже, став одним из лучших учеников своего класса. Высокий рейтинг был обусловлен как его настойчивостью и трудолюбием, так и его блестящими способностями. Обширные знания в проектировании и строительстве железнодорожных мостов определили его будущий профессиональный путь. Он быстро поднялся по служебной лестнице и стал главным инженером железнодорожной компании. Эйфель наслаждался каждым аспектом работы, от математики и физики, необходимых для воображения и разработки проекта, до решения технических проблем строительства. Ему нравилось присутствовать на этапе строительства, регулярно посещая стройплощадки, где он мог работать непосредственно с прорабами и рабочими. Стремясь сделать себе имя, Эйфель решил начать свое дело в 1868 году. Вместе с другим инженером Теофилем Сейригом он основал фирму, которая специализировалась на проектировании и строительстве крупных железных мостов и зданий. Крупнейшие проекты, которые Эйфель взял на себя в этот период, казались одной из самых известных и любимых в мире икон – статуи свободы в Нью-Йоркской гавани. Это мощный символ свободы имел внешний вид из тонких, но чрезвычайно тяжелых медных листов. Этот фасад нуждался в прочном каркасе, чтобы поддерживать его. Дизайнер статуи, скульптор Фредерик Бертольди, специально выбрал Эйфеля для создания этого внутреннего каркаса. На самом деле строительство статуи было бы невозможно без вклада Эйфеля. Его глубокие знания о том, как можно успешно построить большие металлические конструкции, оказались жизненно важны для проекта. После того, как Эйфель выиграл конкурс по проектированию и строительству башни для выставки, он провел много месяцев, обсуждая детали с властями Парижа. Переговоры были длительными, часто разочаровывающими, отчасти потому, что очень многие правительственные организации должны были дать одобрение для реализации проекта. Процесс затянулся настолько, что Эйфель чуть не забросил проект. В какой-то момент он отметил в своем письме местным властям: «Мне было бы очень жаль отказаться от строительства того, что, по мнению большинства, станет одной из главных достопримечательностей выставки». В конце концов, обе стороны пришли к соглашению, и в январе 1887 года был подписан контракт. Бюджет проекта был установлен в размере 8 миллионов франков. Парижское правительство выделило Эйфелю лишь 1,5 миллиона франков на покрытие расходов на строительство, что составило менее четверти от предполагаемой суммы. Эйфель предложил покрыть значительную часть оставшихся затрат за счет инвесторов. Взамен парижские власти согласились отдавать ему прибыль от продаж входных билетов в течение 20 лет. Столько времени башня должна была стоять. Хотя Эйфель получил полное признание за башню, носящую его имя, на самом деле он не отвечал за ее основную концепцию. Два старших инженера Эйфелевой башни, Морис Кёхлен и Эмиль Нужье, начали работу над проектом примерно за 5 лет до того, как была построена Парижская башня. Предварительные чертежи Кёхлена представляли собой гигантское сооружение высотой 300 метров. Во многих отношениях ранние планы, которые были ими разработаны, существенно не изменились. Таким образом, предложенная Кёхленом форма выглядела как вытянутая пирамида. Ее 4 плавно изогнутые балки, вертикальные опоры, будут поддерживаться фермами, каркасами, укрепляющими и поддерживающими балки, расположенными через равные промежутки. Ноги будут поддерживать 3 платформы над уровнем улицы. 2 из этих уровней должны были стать общественными смотровыми площадками. Первый уровень должен был находиться на высоте 57 метров от земли и иметь площадь примерно
4200 квадратных метров и смотровая набережная площадка, откуда посетителям открывается захватывающий вид. Второй уровень будет иметь высоту 115 метров и площадь около 1400 квадратных метров с местом для большого количества ресторанов и смотровых площадок. Третий уровень изначально не планировалось открывать для публики, хотя много лет спустя к нему пристроили небольшую смотровую площадку, и он стал доступен для публики. Этот третий уровень должен был находиться на высоте 276 метров над землей. На нем должны были разместиться небольшая квартира и мастерская для Густава Эйфеля. Со временем, после завершения строительства, квартира была украшена такими элементами, как картины, пианино и диван с бархатной бахромой. Эйфелю понравились многие аспекты концепции Кёхлена и Нужье, поскольку она была переработана для парижского конкурса. Ему понравилась идея добавить 2 уровня с ресторанами и другими достопримечательностями, но его не устраивала концепция общего вида башни. Первоначальный план был строгим и ничем не украшенным, не более чем унылый набор балок. Это выглядело бы немного похоже на башню, которая сегодня используется для поддержки электрических кабелей на больших расстояниях. Эйфель считал дизайн практичным, но он не производил на него впечатления красивого или приятного для глаз. Поэтому он поручил уважаемому парижскому архитектору Стефану Соверстру присоединиться к команде и внести улучшения. Его вклад включал в себя горизонтальные изогнутые арки с решетками, более художественные пьедесталы, различные улучшения общественных смотровых площадок и ресторанов, таких как стеклянный павильон на первом уровне. Все дополнения были декоративными, а не конструкционными, то есть они не были необходимы для прочности или безопасности башни. Тем не менее, они сделали башню более красивой и элегантной. Эйфель знал, что это будет ключевым элементом в заверении комитета выставки, а затем и публики в ее безопасности. Проектирование башни было лишь частью процесса. Другим важным элементом было выбрать тип материала, который Эйфель использовал для своего творения. Он думал о стали, но в конечном итоге отказался от нее. Сталь была новым и относительно непроверенным материалом, и Эйфелю не хватало уверенности в том, как она может работать. Вместо этого он решил остановиться на том, что знал лучше всего, и это было железо. Решение Эйфеля использовать железо вместо стали оказалось поворотным моментом в истории строительства. Всего лишь несколько лет после постройки башни производство стали было усовершенствовано. Вскоре сталь стала предпочтительным материалом для строительства больших зданий. Примечательно то, что самое известное сооружение, построенное в XIX веке, которое должно было символизировать передовые технологии, было сделано из материала, который вот-вот должен был быть заменен чем-то лучшим. Комментарий Эйфеля о технических проблемах отражает его реалистичный взгляд на проект. Ничто подобное этой башне никогда не строилось в таком масштабе, и бесчисленные проблемы проекта требовали не менее бесчисленных инновационных решений. Некоторые из них были маленькими, некоторые огромными, и, конечно же, все они должны были быть решены за много десятилетий, прежде чем компьютеры смогли помочь вычислить огромное количество данных, необходимых для решения проблем и хранения информации. Один из ярких примеров проблем, с которыми столкнулся Эйфель, была абсолютная необходимость сохранения точности в местах соединения каждой отдельной части башни. Дизайн и производство каждой из этих частей должны были быть точными. Например, крошечная ошибка в расчетах могла привести к изменению угла наклона ноги башни при ее построении. Даже небольшое отклонение этого угла повлияло бы на устойчивость, вынудив Эйфеля снести всю конструкцию перед восстановлением. Каждая пара отверстий под заклепки должна была быть спроектирована так,
чтобы совпадать с такой точностью, чтобы расстояние между ними не превышало 1 мм, когда бы пришло время их соединять вместе. Суровые погодные условия, всегда беспокоившие крупные строительные проекты, создали дополнительные трудности для команды Эйфеля из-за большой высоты башни. У него был многолетний опыт строительства зданий и мостов, поэтому он понимал, как сильный ветер может повредить плохо спроектированное сооружение. Эйфель полностью доверял плану башни. Он был уверен, что это удовлетворит его потребности в красоте и прочности. Чтобы избежать повреждения ветром, Эйфель и его инженеры спроектировали башню как решетчатую конструкцию над открытым небом с минимальными препятствиями, чтобы даже самые сильные порывы ветра могли проходить сквозь нее. Их расчеты сопротивлению были настолько точными, что башня раскачивалась лишь незначительно даже при самом сильном ветре. Конструкция башни также учитывала влияние жары и холода. В очередной раз строительный опыт Эйфеля подготовил ее к решению этой задачи. Он знал, что в жаркие дни железная башня будет немного расширяться, а при низких температурах, наоборот, сжиматься. Зная это, команда Эйфеля спроектировала башню так, чтобы она выдерживала даже самые экстремальные погодные условия. Его инженеры рассчитали величину расширения настолько точно, что даже в самую жаркую погоду верхушка башни смещалась не более чем на 15 сантиметров. Связанная с этим задача заключалась в защите открытого железа башни от дождя и снега. В отличие от стали, которая еще не была усовершенствована как материал для строительства, железо ржавеет, если его не покрыть прочным слоем краски. Для этого потребовалась система строительных лесов, которая позволила бы рабочим добраться до всех открытых участков башни для ее покраски. Этот процесс приходилось делать примерно раз в 7 лет. Он был опасен, но необходим. Эйфель отметил: «Мы, скорее всего, никогда не осознаем всей важности покраски башни, что это важный элемент в сохранении металлических изделий, и чем тщательнее покраска, тем дольше прослужит башня». И еще одна проблема дизайна касалась лифтов. Эйфель считал, что стандартный лифт, перемещающийся вверх и вниз по центру сооружения, испортит простой открытый вид башни. Вместо этого он настоял на том, чтобы лифты были спроектированы так, чтобы они могли подниматься и опускаться по плавным изгибам ножек башни. После того, как место расположения было определено, задача состояла в том, чтобы спроектировать лифты, способные вместить ожидаемое количество людей. Наряду с одной винтовой лестницей, лифты должны были вмещать большое количество посетителей, от 2 до 2,5 тысяч человек в час. Их совершенствование было самой сложной задачей при проектировании и строительстве сооружения. Это произошло потому, что в то время ни один лифт не мог безопасно перемещаться вверх и вниз по сооружению такой высоты, как Эйфелева башня. Таким образом, один лифт мог доставлять посетителей с уровня земли, где они входили в здание, на первый уровень, который включал в себя набережную, общественные смотровые площадки, театры и рестораны. Но у того же лифта не хватало мощности, чтобы подняться уже на второй уровень. Решение пришло от Леона Эду, выдающегося французского изобретателя и одного из бывших однокурсников Эйфеля по инженерной школе. Именно Эду разработал гениальный план. Его дизайн включал 2 соединенных лифта в каждой из 4 опор башни. Каждая кабина лифта в наборе весила около 10 тонн и могла перевозить до 65 пассажиров одновременно. У вагонов не было бы отдельных противовесов для их подъема и опускания, как это было обычно для лифтов того времени. Вместо этого лифты Эду были соединены веревками, которые уравновешивали друг друга. Такое расположение было умным, но несколько неудобным для пассажиров. Они не могли проехать весь путь на одной машине. Вместо этого им приходилось идти от одного лифта к другому на первом этаже по узкому проходу.
Вся эта подготовительная работа потребовала ошеломляющего количества ручных чертежей и расчетов. К проекту было представлено около 40 дизайнеров и расчетчиков. На самом деле на проектирование башни ушло больше времени, чем на ее строительство. В течение этого периода интенсивной работы конструкторское бюро Эйфеля создало около 1700 общих чертежей только каркаса конструкции, не считая общественных смотровых площадок и других зон. Как только этот кропотливый процесс проектирования был завершен, Эйфель и его коллеги приступили к следующему этапу – воплощения дизайна в реальность. Ковка железных деталей, которые должны были составлять практически каждую часть башни, происходила на фабрике Эйфеля в парижском пригороде Левалюа-Перре. Как и в случае с проектом в целом, строительство башни шло быстрым и организованным темпом. Для примерно 150 сотрудников фабрики в Левалюа-Перре основная часть работы состояла в точной отливке каждой из тысяч железных деталей и сверлении отверстий для заклепок, которые должны были скреплять их вместе. Большинство этих отдельных кусков железа затем соединяли на заводе болтами сегменты различных размеров, которые можно было легче транспортировать для окончательной сборки на строительной площадке. Каждая из этих отдельных секций была скреплена временными болтами, которые были достаточно прочными, чтобы удержать их вместе во время транспортировки до парка Марсово поле. Но болты не были достаточно прочными для использования в постоянной конструкции, и их заменяли уже в процессе строительства. Когда каждая из секций была завершена на фабрике Эйфеля, деревянные фургоны, запряженные лошадьми, доставляли их оттуда на Марсово поле на расстояние около 5 километров. Официальная церемония закладки фундамента состоялась 23 января 1887 года, и начались предварительные работы. Это включало в себя выкапывание тонны земли, чтобы затопить 4 гигантских бетонных и каменных фундамента, которые будут поддерживать опоры башни. Каждый из фундаментов был уложен на глубине около 16 метров. Эти фундаменты опирались на толстые слои гравия. В отличие от утрамбованной земли, слой гравия был слегка гибким, что позволяло немного регулировать опоры башни, а затем выдерживать небольшие изменения, когда они нагревались и охлаждались в зависимости от погоды. Работа по опусканию и стабилизации восточного и южного фундаментов была относительно простой и требовала рытья траншеи, возведения деревянных стен, чтобы они не обрушились, а также укладка гравия и заливка бетоном. Однако западные и северные сегменты требовали гораздо более сложного проектирования и строительства, чем первые два. Особая осторожность в западном и северном углах была необходима, потому что эти опоры были расположены ближе к реке Сена, где земля была менее твердой. В частности, требовалась дополнительная поддержка для закрепления двух ближайших к реке фундаментов. Им потребовалось дополнительное укрепление, забитые глубоко в русло реки, чтобы их фундаментные плиты не скользили и не проседали в более мягком грунте. Затем, когда эти укрепления были построены и все 4 бетонных фундамента башни были завершены, рабочие перешли к следующему этапу. Они установили известняковые блоки поверх каждого из фундаментов. Верхние поверхности этих блоков были сформированы таким образом, что образовывали так называемые башмаки, в которые позже входили опоры башни, удерживаемые на месте гигантскими болтами. К концу июня 1808 года работы по фундаменту были завершены. Теперь можно было начинать работу над самой башней. Все участки завода были на месте и готовы к работе, как и на удивление небольшое количество рабочих, учитывая масштаб проекта и его сжатые сроки. В любой момент на площадке находились от 150 до 300 рабочих. Для них сборка огромных кусков железа была похожа на гигантскую трехмерную головоломку. Каждая секция уже была тщательно отмечена, чтобы ее можно было идентифицировать и правильно разместить. Заводские измерения
и другие работы были настолько точными, что металлургам не нужно было сверлить новые отверстия и изменять форму деталей на месте. Если в какой-то момент они сталкивались с деформированной деталью, ее отправляли обратно на завод и заменяли или перенастраивали. Чтобы построить нижнюю часть башни, рабочие встали на балки, образующие опоры. Они подняли инструменты и строительные материалы с помощью кранов. Но краны могли подняться только до первого уровня. Подъемных кранов, которые могли бы подняться выше, еще не существовало. Поэтому Эйфель и его команда изобрели краны с паровым приводом, которые двигались по рельсам внутри каждой опоры башни. На этом этапе строительства опор выполнялось под углом 54 градуса, и их удерживали от падения только огромные болты, вбитые в фундамент, и уже выше без дополнительной поддержки привело бы к обрушению конструкции. Поэтому Эйфель организовал вокруг сооружения гигантские деревянные леса, которые были достаточно прочными, чтобы поддерживать конструкцию во время строительства вместе с необходимым оборудованием и рабочими. Большая часть строительства зависела от квалифицированных мастеров по металлу, которые прикрепляли каждую деталь. После того, как секция балки была поднята, рабочие сняли временные болты, которые скрепляли части, и заменили их уже постоянными заклепками. Эту изнурительную работу выполняли 20 бригад по 4 человека в каждой. Один нагревал заклепку над переносной печью. Тепло делало его податливым и готовым к тому, чтобы придать ему точную форму. Другой удерживал заклепку на месте, когда она вставлялась в нужное место. Третий придавал концам заклепки правильную форму, пока они были еще горячими. А четвертый бил по заклепке кувалдой, окончательно забивая ее на место. Каждая заклепка была преднамеренно сделана слишком длинной, чтобы при охлаждении от перегретого состояния ее длина слегка сжималась и обеспечивала плотную посадку. Клепальные работы были очень опасными и требовали долгих часов тяжелого труда. Типичный рабочий день длился 12 часов летом, 10 часов осенью и весной и 9 часов зимой. К концу периода строительства, по мере приближения крайнего срока, рабочие работали по 13 часов в день. В дополнение к этим долгим дням рабочим часто приходилось терпеть сильный ветер, мороз и летнюю жару. Когда проект начался в январе 1887 года, парижане катались на коньках по озерам в городских парках. Летом в период строительства было особенно жарким, с многочисленными угрожающими грозами. Эйфель щедро платил своим работникам за этот тяжелый труд. Как и в случае любого крупномасштабного строительного проекта, на площадке башни существовало множество опасностей. Всегда существовал риск упасть с большой высоты башни. Эйфель всегда был чрезвычайно озабочен безопасностью своих рабочих. Многие меры предосторожности, которые он принял, включали установку ограждений и экранов, чтобы предотвратить падение. Эти меры безопасности были настолько тщательными, что за все время проекта погибло только 2 человека. К концу марта 1888 года башня была достроена до первого уровня. Менее чем через 3 месяца, в июне, основная конструкция второго уровня была завершена. Теперь башня была на высоте 128 метров над землей и уже приближалась к рекордной высотной отметке в 169 метров. По мере приближения к дедлайну строители ускорили темпы работ, и 31 марта 1889 года было завершено строительство основного сооружения. Однако последние штрихи требовали еще больших усилий. Одна из самых важных из этих последних задач связана с лифтами. Поскольку ничего подобного ранее не строилось, привести лифты в рабочее состояние оказалось серьезной проблемой. Для их строительства были наняты 2 компании. Команды обеих фирм лихорадочно работали над поиском решений насущных проблем, из-за которых лифты не работали должным образом. Несмотря на незавершенные работы,
Эйфель решил, что пришло время отпраздновать завершение строительства башни. И 1 апреля 1889 года он провел первое из нескольких праздничных собраний. Это включало в себя огромную вечеринку с шампанским и пикником для всех рабочих и их семей, а также для инженеров и конструкторов. Эйфель также возглавил парад правительственных чиновников и представителей прессы на вершину башни. Поскольку лифты еще не работали, группе пришлось подниматься по лестнице. Только подъем на первый уровень занял больше часа благодаря частым остановкам, которые Эйфель делал по пути, чтобы с гордостью указать на различные особенности своего шедевра. В тот же день Густав, отпраздновав свой триумф, лично поднял огромный флаг триколор, национальный флаг Франции, на вершине башни. Когда флаг развивался по ветру, с первого уровня прогремел салют из 25 орудий, огласивший о завершении строительства башни. Эйфель и его команда имели право быть в восторге. Они достигли того, чего никогда раньше не делали и что многие люди считали невозможным. Он сделал это за удивительно короткое время в рамках бюджета и с несколькими серьезными авариями. Эта башня была величайшим произведением инженерии Эйфеля, символом силы и преодолимых трудностей. Официальное завершение строительства башни в конце марта 1889 года было воспринято как важная веха. Несмотря на то, что последние работы еще проводились, организаторы ярмарки были в восторге от проекта. Центральная часть экспозиции, Железная башня, была установлена, и для организаторов она представляла большие перспективы на будущее, которые они уже предвидели. Каждый день парижане в течение 2 лет с нетерпением наблюдали за возведением интригующей башни, которая теперь возвышалась над горизонтом их города. Некоторые разделяли энтузиазм Густава по поводу этого проекта, но другие считали его оскорблением красоты парижской архитектуры и бесполезной тратой денег. Как до, так и во время строительства значительная и активная часть французского населения возражала против видения Эйфеля. Несмотря на шквал критики с некоторых сторон, большая часть публики с нетерпением ждала официального открытия башни в тот же день, когда открылась и грандиозная ярмарка 6 мая 1889 года. Перспектива подняться на вершину сооружения оставалась для многих самым заманчивым аспектом ярмарки. Башня была одним из самых фотографируемых сооружений в Париже, если не во всем мире, еще до того, как ее удивительные лифты впервые доставляли посетителей на вершину. Те, кто поднялся на вершину, особенно до того, как лифты начали работать, больше ценили неповторимую панораму, открывающуюся с высоты башни, поскольку лестницы были такими узкими, что движение могло идти только в одну сторону. Это означало, что посетители не могли передумать начало восхождения на вершину. Несмотря на эти и другие проблемы, гордый Эйфель первым расписался в гостевой книге. В первый день он также устроил вечеринку для семей и друзей в одном из ресторанов на первом уровне. Остаток дня он провел, наблюдая за всей суматохой, происходящей вокруг и на башне. Понятно, что Эйфель был в восторге, увидел огромную толпу, ожидавшую в очереди, чтобы подняться на его башню и, соответственно, принять участие в мероприятии, которое было захватывающим, новым, масштабным и современным. Даже после того, как волнение в дни открытия улеглось, Эйфелева башня имела оглушительный успех. Каждый день длинные очереди туристов терпеливо ждали, чтобы купить билеты. Цены варьировали в зависимости от того, на какой уровень посетитель хотел попасть, но в целом они были доступными. По воскресеньям билеты продавали за полцены. Самые дешевые билеты были у тех, кто предпочитал подниматься по лестнице, а не ездить на лифте.
Всего во время ярмарки с 6 мая по 31 октября 1829 года на башню отважились подняться более 2 миллионов человек, а очереди не уменьшались даже после закрытия экспозиции. Вера Эйфеля в популярность своей структуры была явно оправдана. Через несколько недель после того, как башня была открыта для публики, ряд газет по всему миру сообщили, что Париж был в восторге от Эйфелевой башни. После терпеливого ожидания в очереди за билетами экскурсанты пережили захватывающее приключение, начавшееся с поездки на лифте. Поднявшись на верхний этаж, посетитель оказался на высоте 57 метров над землей. Мало кто в то время поднимался так высоко. Подъем оказался на редкость плавным. Энтузиазм публики по поводу лифтов, казалось, почти не пострадал от того факта, что их механизмы были оглушительно шумными. Поднимались ли они на лифтах или по лестнице, посетители могли любоваться потрясающими видами через открытые балки, кульминацией которых была обширная панорама наверху. Дополнением к опыту была захватывающая иллюзия того, что человек может упасть с головокружительной высоты в любой момент, хотя для некоторых людей восприятие этой опасности было слишком реальным. Учитывая заботу Эйфеля о безопасности, делая вероятность аварии крайне маловероятной. Он установил такие элементы, как поручни, ограждения и ряд сетей, чтобы посетители оставались в безопасности. В целом в обширных зонах башни царила суетливая жилая атмосфера. Один посетитель отметил, что посещение башни было похоже на посещение города, который висит на снастях огромного корабля. Почти во всех смыслах структура была успешной. Это был огромный технологический, художественный и финансовый успех, и опасения по поводу его сохранности оказались беспочвенными. Этот триумф, конечно, был особой победой Густава. Он остался верен своему видению, организовал огромную команду, чтобы воплотить свое видение в реальность, и завершил проект в рекордно короткие сроки. Несмотря на то, казалось бы, невероятные трудности, Эйфель добился такого уровня успеха, который достается немногим. Всемирная выставка стала впечатляющим событием и оказалась выдающимся достижением. Ее ворота закрылись 31 октября 1829 года, менее чем через 6 месяцев после того, как они открылись. Чтобы отметить это событие, фейерверк с вершины башни осветил ночное парижское небо. Эйфелю посчастливилось поставить этот последний спектакль на подходящем фоне. Это было хорошим предзнаменованием для сооружения, которое должно было рухнуть всего через 20 лет. Согласно первоначальному контракту Эйфеля с властями города Парижа, его башня должна была простоять всего 20 лет. После этого в 1909 году башню планировалось разобрать, а городские власти Парижа продать металл на лом. Но этого не произошло. Туристы продолжали посещать Эйфелеву башню еще долго после закрытия ярмарки, и в течение года после того, как башня была открыта для публики, ее строитель окупил все свои затраты на строительство. Уже обеспеченный Эйфель был на пути к тому, чтобы стать еще богаче. И, к счастью для поклонников башни, план по демонтажу сооружения так и не был реализован. Полезность башни в качестве радиопередатчика, особенно во время Первой мировой войны, гарантировала, что она будет продолжать работать. Эйфелева башня, которую ежегодно посещает миллионы людей, сегодня остается одним из самых посещаемых, почитаемых сооружений в мире. С годами башня не потеряла своей привлекательности. С момента открытия ее посетило более 200 миллионов человек. Поднимаясь на лифте или пешком, посетители могут сделать гораздо больше, чем просто насладиться захватывающей панорамой Парижа. Небольшой музей и другие экспонаты на всех смотровых этажах позволяют заглянуть в историю башни. Кроме того, личная квартира и лаборатория Эйфеля
на верхней платформе были восстановлены до их первоначального состояния, и восковые фигуры заменяли Густава Эйфеля и Томаса Эдисона. Неудивительно, что Эйфелева башня требует дополнительного ухода за частями конструкции. Для этой задачи город Париж, который до сих пор владеет башней, создал специальную общественную службу – компанию по эксплуатации Эйфелевой башни. Данная компания наблюдает не только за техническим обслуживанием, но и за всеми другими работами, необходимыми для поддержания структуры в рабочем состоянии. Сегодня около 500 сотрудников обслуживают башню. Они работают в ее ресторанах, поддерживают порядки оборудования и ремонтируют сооружения, управляют его лифтами, обеспечивают безопасность, направляют поток людей внутрь и наружу и многое другое. Некоторые сотрудники принадлежат к специализированным бригадам, например, группе, которая поручена перекрашивать башню каждые 7 лет. Как правило, каждый раз, когда башня перекрашивается, выбирается другой цвет, и этот выбор определяется общественным голосованием. Посетители могут голосовать, используя киоски, расположенные рядом с билетными кассами башни. Однако не все поверхности башни окрашиваются в один и тот же оттенок при нанесении нового слоя. Используются разные оттенки определенного цвета, начиная с самого светлого вверху. Это создает у людей на земле иллюзию, что башня выше. Другая специализированная бригада отвечает за замену по мере необходимости примерно 20 тысяч лампочек, используемых для ночного освещения башни. Этот массив ламп создает сверкающее зрелище каждую ночь. Очерчивая форму башни, около 300 прожекторов, расположенных вокруг башни, также эффектно освещает конструкцию ночью, а маяки на вершине башни видны на расстоянии несколько десятков километров. Иногда устанавливается дополнительное освещение для создания световых шоу и фейерверков для особых мероприятий. За прошедшие годы башня претерпела множество небольших изменений по сравнению с ее первоначальным состоянием, а также капитальный ремонт. Более существенные изменения включают обновление систем лифтов. В 1965 году резко возросшее количество посетителей побудило использовать новые процедуры и оборудование для лифтов на всех 4 опорах. С тех пор системы были дополнительно модернизированы с помощью процедур, управляемых компьютером. Первоначальные лифты управлялись операторами, которые сидели в ненадежных клетках под машинами. Сегодня посетители могут увидеть положение одного из этих операторов, замененного манекеном. Первоначальные лифты постепенно были списаны. Последний из них в 1952 году после почти столетней службы. Нынешние лифты способны перевозить более 100 человек за одну поездку и совершать дюжину круговых поездок каждый час. Рабочие также установили запасные лестницы, дополнив старые. Во многом ремонт был необходим из-за резкого увеличения числа посетителей. К 2011 году становилось все более очевидным, что общественные места башни слишком тесные и неэффективно организованы, чтобы вместить постоянно растущее число посетителей. Запланированная реставрация включала капитальный ремонт первого уровня. Обслуживающая компания планировала построить приемную и конференц-залы, чтобы сделать их более привлекательными для проведения мероприятий. Планы также предусматривали обновление санузлов, магазинов и ресторанов, а также других услуг для туристов, чтобы сделать их более привлекательными, способными вместить большое количество людей и упростить обслуживание. Так, самым большим изменением стало добавление огромного стеклянного пола в часть общественного пространства первого уровня, чтобы посетители могли видеть город прямо внизу. Небольшие ремонтные работы включали новый вид ресторанов и улучшенные укрытия от непогоды для тех, кто ждет лифта. Еще одно запланированное обновление включало гигантскую фреску из 200
неопубликованных исторических фотографий башни для демонстрации на первом этаже возле билетных касс. Помимо обновления внешнего вида и работы башни, проект реконструкции должен был добавить ряд экологически чистых новых функций. К ним относятся повышение энергоэффективности за счет преобразования энергии солнца и ветра для частичного обогрева и освещения башни. Другие улучшения должны были сделать башню более доступной для людей с ограниченными возможностями. По мере приближения окончания конкурса между Эйфелем и парижскими властями огромное количество людей полюбило башню и осознало ее важность. И в 1906 году город официально одобрил еще 5 лет жизни башни. Это условие со временем стало постоянным. Перспектива демонтажа башни через 20 лет была не единственной угрозой, с которой она столкнулась. Строение было почти разрушено во время Второй мировой войны. В 1940 году немецко-фашистская армия вторглась и оккупировала Париж. Лидер нацистов Адольф Гитлер признал, что башня была мощным символом независимости Франции. Он приказал снести ее для того, чтобы деморализировать нацию и установить свой контроль над Парижем. У Гитлера были и другие причины демонтировать башню. Он хотел разрушить сооружение, потому что оно не имело художественной и исторической ценности. Его идея заключалась в том, чтобы использовать железо в качестве металлолома для военных нужд Германии, которая очень нуждалась в металле для изготовления оружия. Однако этому не суждено было случиться. Считается, что у немцев не было оборудования, необходимого для демонтажа башни. Однако есть также сведения о том, что нацистский военный губернатор в Париже никогда не выполнял приказы Гитлера, потому что не хотел, чтобы впоследствии его знали как человека, разрушившего Эйфелеву башню. В любом случае, сооружение стало символическим полем битвы. Гитлер был сфотографирован перед башней для демонстрации силы, но в основном планы немцев были в значительной степени сорваны. Французские бойцы сопротивления перерезали кабели лифтов, чтобы нацисты не смогли добраться до вершины. Однако немецкие солдаты смогли забраться на нее, чтобы снять французский флаг и заменить его на нацистскую свастику. Когда Париж был освобожден ближе к концу войны, французский флаг снова гордо развивался на вершине башни. По сегодняшний день Густав Эйфель ассоциируется в глазах общественности со своей башней. Сам инженер как-то полушутя сказал: «Я должен завидовать башне, она гораздо более известна, чем я. Люди, кажется, думают, что это моя единственная работа, тогда как я, в конце концов, занимался и другими вещами». Густав Эйфель умер 27 декабря 1923 года в возрасте 91 года от пневмонии, но он продолжает жить в форме сооружения, носящее его имя, одного из величайших сооружений в мире.